Единственный серийный самолет в мире с 10 двигателями. Первый стратегический бомбардировщик, способный доставлять ядерное оружие между континентами без дозаправки. Это американский Б-36, прозванный Peacemaker, то есть миротворец. Он поднялся в воздух в 1946 году и мог нести ядерную бомбу на расстояние до 11 тысяч километров и находиться в воздухе по 40 часов. Размах крыла рекордный для бомбера – 70 метров. Для сравнения, у Б-52 размах 56 метров, у Ту-95 – 50. Из 10 двигателей 6 были поршневыми, 4 турбореактивными. Максимальная скорость около 700 км в час. В ранних версиях до 50-го года стояли лишь винтовые моторы, слишком слабые для разгона 190-тонной махины. В начале самолет оснащался 16 пушками калибра 20 мм, но в последней модификации их осталось только 2. Упор сделали на бомбежки с большой высоты. Б-36 мог подниматься на 14 километров выше зоны действия зенитной артиллерии, а советский ЗРК С-75 появился лишь в 1957. Кстати, именно из него сбили разведчик Ю-2, что прекратило полеты США над СССР. Но вернемся к Б-36. Он стал участником необычного проекта «Файкон». Как самолет-матка нес под фюзеляжем истребитель РФ-84К с укороченным хвостом и крюком для стыковки. Он мог отсоединяться, вести разведку или бой, а затем цепляться обратно. Идея родилась из-за ограниченной дальности истребителей. Сопровождать Б-36 они не могли, но сам бомбардировщик мог как такси возить их с собой. Проект просуществовал 2 года. В 1957-м его закрыли. Проще было дозаправлять истребители в воздухе, чем таскать их под брюхом. Также миротворец потерпел первую в истории катастрофу с потерей ядерной бомбы. В феврале 1950 года выполнял учебную миссию, имитируя удар по СССР. Советским городом подрабатывал Сан-Франциско. Однако из-за обледенения отказали 3 поршневых двигателя. Бомбер начал терять высоту, экипаж катапультировался, а ядерную бомбу сбросили, и она взорвалась над морем у берегов Канады. Внутри нее был уран-238 и более 2 тонн мощной взрывчатки. К счастью, не было плутониевого сердечника и ядерной детонации не произошло. Из 17 человек экипажа выжили 12. Самолет упал в горах, обломки нашли лишь спустя 3 года. Американцы отправили туда экспедицию, чтобы забрать важное оборудование, а остальное взорвать. Всего было построено 384 самолета. Б-36 сняли с вооружения в 1959-м. Его сменил легендарный Б-52, а от миротворца в музеях остались лишь 4 экземпляра. Он.